Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Эрмина. Сегодня к вашему вниманию я предлагаю замечательную модель джемпера. Джемпер связан крючком. В этом видео-мастер-классе мы с вами разберем принцип вязания джемпера и также свяжем образец узора. А если вы досмотрите видео до конца, то найдете все схемы и выкройку вязания. В описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии я для вас оставила две активные ссылки на два моих канала. Переходите по ссылкам и подписывайтесь. Сегодня мы с вами свяжем вот такой вот образец. Я вам дам рекомендации в конце видео, какую лучше пряжу выбрать для вязания данной модели джемпера. Вязать контрольный образец я буду из пряжи Milk Cotton. Это китайская пряжа, произведена по германской технологии. Производитель Color City. Состав 45% хлопок, 15% шелк и 40% акрил из молока. Цвет 006, красивый, сиреневый цвет. Метраж 50 грамм, 150 метров в одном мотке. Вязать буду крючком номер 2,5. Кловер, страна производства Япония. Образца набираю цепочку из 33 воздушных петель. Порт узора состоит из 6 рядов в высоту и 7 петель в ширину. Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. Эти петельки у нас подъема и засчитываются как за один столбик с одним накидом. От конца цепочки отсчитываю 3 петли, в основании 4 провязываю столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываю, это будет по счету 3 столбик с одним накидом. В следующую петлю 4 и 5. Две воздушные петли. Пропускаю 2 петли цепочки. В основании 3 вяжем первый столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбик с одним накидом. В следующую петлю 3 далее в следующую петлю 4 и в следующую петельку 5 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли цепочки и в третью петлю провязываю столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываю 2 столбик с одним накидом. В следующую 3. Далее 4, 5, 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли, 1, 2, в третью петлю вяжем первый столбик с одним накидом. Далее 2, 3, 4 и 5. И еще один раз провязываем 5 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли цепочки. 1, 2. В третью петлю провязываем столбик с одним накидом.
В следующую петлю второй столбик с одним накидом, в следующую петлю третий, в следующую петлю четвертый и в следующую петлю пятый столбик с одним накидом. Все, связали первый ряд. Начало раппорта столбик с одним накидом. Заканчивается раппорт второй воздушной петелькой после пятого столбика с одним накидом. То есть от столбика первого вяжем до первого столбика вот этого элемента. Вот здесь 7 петель, и это основа одного раппорта. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, разворачиваю вязание на другую сторону, вершину каждого столбика с одним накидом, под косичку будем вязать один столбик с одним накидом. Второй ряд вяжется точно так же, как первый. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. Две воздушные петли. И вот здесь вот поверх столбиков вяжем за переднюю и заднюю стенку вот эту петельку под косичку по одному столбику с одним накидом. Так, провязали 5 столбиков. После пятого всегда вяжем 2 воздушные петли и снова вяжем 5 столбиков с одним накидом. Вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда. Узор можно вязать по кругу и также прямыми и обратными рядами. Чтобы вязать узор по кругу, у вас должно быть связано таким образом. Вот провязывайте 2 воздушные петли и соединяйте вязание в круг. Присоединяйтесь, провязывайте соединительный полустолбик без накида в третью петельку подъема. И вот таким образом соединяйте каждый ряд в круг. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, разворачиваю вязание на другую сторону, вершину второго столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, отсчитываем 1, 2, 3, вершину третьего столбика с одним накидом под косичку вяжем столбик без накида. Теперь поверх цепочки из 2 воздушных петель будем вязать 7
столбиков с одним накидом с общим основанием. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с одним накидом. Отступаем первый и второй столбик в вершину третьего, под косичку вяжем 1 столбик без накида. Вот этот столбик без накида будет у нас началом раппорта, первая петля раппорта. Далее поверх цепочки вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали раппорт. Начало раппорта столбик без накида, и заканчивается раппорт 7 столбиком с одним накидом. То есть в основу раппорта входит вот этот ракушечка, веерочек и столбик без накида. Продолжаем вязать следующий раппорт. Начинается раппорт со столбика без накида. 1, 2, в третью петлю, в вершину третьего столбика без накида под косичку провязала столбик без накида. И поверх цепочки из 2 воздушных петель вяжем 7 столбиков с одним накидом. Два столбика пропускаю, в вершину третьего вяжем столбик без накида. Вот этот столбик начала следующего раппорта. И заканчивается раппорт веерочком, 7 столбиком с одним накидом. Провязываю 7 столбиков с одним накидом поверх цепочки из 2 воздушных петель. Два столбика пропускаю, и вершину третьего вяжем столбик без накида. 1 воздушная петля, вершину четвертого провязываем 1 столбик с одним накидом, и в третью петельку подъема провязываю 2 столбик с одним накидом. Все, связали с вами 3 ряда. Вяжем 4-й ряд. 3 воздушные петли. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, пропускаю первый столбик, вершину второго, под косичку провязываю первый столбик с одним накидом. Далее вершину, получается, со 2 по 6 столбик вяжем по 1 столбику с одним накидом. 1 и 7 остаются без внимания. Так, 2 столбик с одним накидом, 3,
4 и 5 столбик с одним накидом. Значит, в 1 и 7 столбик с одним накидом мы ничего не провязывали. 2 воздушные петли и повторяем вязать раппорт. 1 столбик пропускаем, а вяжем только вершину со 2 по 6 столбик с одним накидом предыдущего ряда. Всего провязываем 5 столбиков с одним накидом. Так, связали 5 столбиков, 2 воздушные петли и повторяем вязать раппорт. 1 столбик пропускаем, и начинается у нас раппорт со столбика с одним накидом из вершины 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. Здесь у нас раппорт заканчивается 2 воздушной петелькой. 1, 2, все, связали 1 раппорт и приступаем к вязанию следующего. Столбик пропускаю, вершину 2, провязываем 1 столбик с одним накидом. Две воздушные петли, вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом и в 3 петельку подъема вяжем 2 столбик с одним накидом. Так, связали мы с вами 4 ряда. 5 ряд вяжем точно так же, как 4. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Далее в каждую вершину столбика под косичку провязываем по 1 столбику с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли и опять вяжем 5 столбиков с одним накидом, вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда. Значит, раппорт у нас узора здесь начинается от 1 столбика с одним накидом и заканчивается 2 воздушной петлей. Довязываем раппорт. Крайняя петля — это 2 вот эта петелька. Все, приступаем к вязанию следующего раппорта. Здесь раппорт у нас начинается со столбика с одним накидом. Вяжем 5 столбиков с одним накидом. И заканчивается раппорт 2 воздушной петлей. 1, 2. Все, закончили раппорт и начинаем следующий. Начало раппорта — столбик с одним накидом. Так, вяжем 5 столбиков с одним накидом. Две воздушные петли, вершину 1 столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом и в 3 петлю цепочки вяжем
второй столбик с одним накидом. Все. Получается, мы 5-й ряд связали точно так же, как 4-й. Теперь мы будем вязать 3-й ряд, 6-й ряд так же, как 3-й, но только располагать вот эти ракушечки в шахматном порядке. Вяжем 6-й ряд. 3 воздушные петли. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину второго столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. Поверх цепочки провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 2 столбика с одним накидом, первый, второй, вершину 3-го вяжем столбик без накида. Вот этот столбик без накида будет у нас с вами началом раппорта. Поверх цепочки вяжем 7 столбиков с одним накидом, и получится у нас с вами ракушечка. Все 7 столбиков вяжутся с общим основанием. А основание это будет арочка цепочки из 2 воздушных петель. Значит, начинается у нас раппорт от столбика без накида, а заканчивается раппорт 7-м столбиком с одним накидом. Сейчас вот 7-й столбик я провяжу, и это будет у нас первый раппорт. Заканчивается. Здесь пропускаю 2 столбика, вершину 3-го, под косичку провязали столбик без накида. Вот этот столбик начала следующего раппорта. Поверх цепочки из 2 воздушных петель вяжем 7 столбиков с одним накидом. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-й столбик с одним накидом, окончание раппорта. Вершину 3-го столбика 1, 2, 3 под косичку, то есть за переднюю заднюю стенку, провязываем столбик без накида, начало раппорта. И поверх цепочки вяжем 7 столбиков с одним накидом. Пропускаю 2 столбика, вершину 3-го провязываю столбик без накида. И поверх цепочки провязываю 4 столбика с одним накидом. Заканчиваем вязать ряд, провязываю вершину столбика с одним накидом, 1 столбик с одним накидом, и в 3-ю петельку подъема вяжем столбик с одним накидом. Сейчас мы с вами свяжем еще один ряд, это будет крайний ряд раппорта, 7-й ряд. Вяжем 7-й ряд узора. 3 воздушные петли,
Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину второго столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. Вершину следующего столбика провязываю столбик с одним накидом. Это 3. Далее вяжем 4 и следующую вершину 5. 2 воздушные петли. Начинаем раппорт со столбика с одним накидом, и первый столбик раппорта провязывается вот первый, второй, вершину второго столбика с одним накидом предыдущего ряда, и в каждую петлю под косичку провязываем по одному столбику с одним накидом. Всего должно быть 5 столбиков с одним накидом. Первый и 7 столбик ракушечки мы оставляем без внимания, то есть ничего не провязываем. Заканчивается раппорт второй воздушной петлей. Все, провязали раппорт, то есть начинается раппорт столбик с одним накидом, заканчивается раппорт вот этой второй воздушной петлей. Далее пропускаем первый столбик, вершину второго, вяжем 1 столбик с одним накидом. В каждую вершину, за исключением первого и 7 столбика, вяжем по одному столбику с одним накидом. Всего должно быть 5 столбиков с одним накидом. Две воздушные петли. Пропускаю первый столбик, вершину второго провязываем 1 столбик с одним накидом, это начало раппорта. Далее вяжем по одному столбику с одним накидом, за исключением первого и 7 столбика с одним накидом предыдущего ряда. Всего 5 столбиков. Две воздушные петли. Следующую ракушечку пропускаем первый столбик, вершину второго, вяжем столбик с одним накидом. Следующую петлю провязываем второй столбик с одним накидом, следующую петлю 3, следующую петлю 4 и в третью петельку подъема 5 столбик с одним накидом. Все, связали с вами 7 рядов. Высота раппорта у нас получается 6 рядов. Далее, для того, чтобы продолжить вязание, вы перематываете видео на начало вязания второго ряда и вяжете вместе со мной, повторяя со 2 по 7 ряд. До нужной длины изделия высоты вяжете вот этот один раппорт. Значит, у нас в основу раппорта входит 2, 3, 4, 5, 6, 7 ряд. И снова повторяйте 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. В основу раппорта входит вот этот первый столбик с одним накидом и заканчивается раппорт второй воздушной петлей. Вот этот фрагмент 7 петель, это основа одного раппорта. Давайте рассмотрим узор поближе. Вот так смотрится узор с изнаночной стороны и с лицевой стороны. Если вязать прямыми и обратными рядами, то получается узор двухсторонний, а если вязать по кругу, то узор будет смотреться гораздо интереснее. Я устанавливаю маркеры для того, чтобы рассчитать необходимое количество петель раппортов для нужного нам размера. Значит, у нас раппорт узора 7 петель, 6 рядов в высоту. Записываем один раппорт, 7 петель, примерно в сантиметрах это от одного маркера до другого 3 сантиметра. Прежде чем приступить к вязанию вещи, необходимо обязательно связать образец, посмотреть, подходит пряжа для вязания данной модели джемпера, либо не подходит. Вы делаете замеры до ВТО и после ВТО. И вяжется прямоугольник, без всяких убавок, прибавок. Можно вязать
по кругу узор поворотными рядами, и значит, у вас при поворотном вязании вяжете до уровня пройм. Значит, все нечетные ряды, 1, 3, 5, по лицевой стороне, значит, по часовой стрелке. Потом разворачиваете вязание, и все четные, 2, 4, 6 и так далее, по изнаночной стороне. Довязывайте до проймы, значит, высота аж проймы в зависимости от размера у всех будет разная. Значит, минимум 18, даже 19, если на ребенка, и до 25 даже сантиметров, если очень большой размер. Значит, есть табличка, я вам ее могу оставить. И также есть выкройка, где тоже вы посмотрите, сколько должен быть вот этот отрезок в зависимости от размера. Мы сейчас будем с вами расчеты делать на 50 размер. Значит, размер 50 российский. Высота вот этого отрезка, 50 размер, 20, 21,5. Если будете вязать отдельными деталями, то есть деталь спинки отдельно, перед отдельно, то здесь у вас будет боковой шов. И по схеме, которую вы найдете в конце видео, вяжете вырез горловины. Он у нас круглый будет. Можно V-образно связать при желании. Переделать схему. Будет у вас пуловер. А так с круглым вырезом получается джемпер. И вшиваете плечевые швы. В отношении резинки. Резинку можно связать. Значит, сначала вы вяжете крючком основной узор. Направление вязания снизу вверх. Далее, после того, как вы связали полотно, оформили вырез горловины, разворачиваете вязание и вяжете снизу вверх. Здесь у вас будет резинка. Резинку можно связать при помощи спиц. Это тоже возможно. Спицы, значит, 1 лицевая, 1 изнаночная, либо 2 лицевых, 2 изнаночных. Также можно связать крючком. Второй вариант — крючок. Значит, как вяжете крючком? 1 столбик с 1 накидом обычный и 1 выпуклый. И так чередуете обычный столбик с 1 накидом, выпуклый. Как связать резинку, смотрите мастер-класс на канале. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Смотрите видео мастер-класс. Как связать вот эту резинку. А джемпер на фото связан третьим вариантом. Значит, резинка третья. Здесь идет 2 обычных столбика с 1 накидом и 1 выпуклый. 2 обычных столбика с 1 накидом и 1 выпуклый. Мне больше нравится вот такой вот способ вязания, когда чередуется обычный столбик с 1 накидом, с 1 выпуклым. Такая резинка смотрится гораздо интереснее, и она более эластичная. Смотрите мастер-класс. Рукав. Если вы будете вязать джемпер на прохладное лето, из пряжи, например, хлопок, лен, то вяжите с удлиненным рукавом. Здесь, значит, вяжется рукав по схеме. Там он идет с прибавками. То есть очень хорошая схема, очень хорошего качества. По этой схеме вы без проблем сможете связать красивый рукав, который расширяется к пройме. Здесь у вас будет шов, а можно связать просто трубой, без всяких прибавок, и вот здесь вот его потом присоедините. Направление вязания рукава должно быть от запястья к пройме. Если вы будете вязать в другом направлении, то у вас будет отличаться узоры от тела кофты и у рукава. И также при желании можете здесь связать резинку. Можно оставить без резинки рукав. Значит, резинку вяжете точно так же, как внизу джемпера. Очень неплохо будет смотреться джемпер, если вы измените длину рукава. Свяжете рукав 3/4.
и укороченный. Будет очень красивая летняя кофточка с укороченным рукавом. А сейчас мы с вами приступаем к расчетам. Посчитаем, сколько же необходимо петель нам набрать и раппортов для того, чтобы приступить к вязанию вещи. Значит, для примера я буду рассчитывать на размер 50, в зависимости от того. Значит, считаем, вот я о пряже вам расскажу перед началом вязания. Посмотрите. И вы будете выполнять расчеты аналогичным способом, но после того, как свяжете свой образец. Значит, для удобства счета я беру 50 размер, обхват груди. По выступающим точкам 100 сантиметров. Это общий обхват груди. 100 сантиметров делим на 3. Значит, 100 сантиметров обхват груди. Что такое 3 сантиметра? Это у нас, напишу, ширина одного раппорта. Получается значение 33,3. Округляем в большую сторону. 34. Значение у нас получается 34 раппорта. И делаем проверку. 34 умножаем на 3 сантиметра ширина одного раппорта. Получаем в итоге 102 сантиметра. Значит, мы измеряли, у нас обхват груди по фигуре 100 сантиметров. И в итоге по расчетам получаем 102 сантиметра. Отличная прибавка на свободу прилегания. Свобода прилегания, она необходима для красивой посадки изделия по фигуре. Значит, необходимо к обхвату груди 100 сантиметров учитывать прибавку на свободу прилегания. Она может быть от 2 до 4 сантиметров. Вот этой прибавки достаточно. Если вы прибавите, допустим, 6 сантиметров, то это будет у вас уже размер оверсайз, на 1 размер больше. Все, конечно, зависит от того, какую модель вы хотите связать. Сейчас в моде размеры оверсайз. Это когда одежда больше. Одежда, которую вы носите, на 1-2 размера. Значит, у нас по нашим расчетам получилось, что необходимо всего набрать 34 раппорта. И давайте их будем распределять. Значит, всего здесь вот ставлю точку. У нас получается 34 раппорта умножаем на 7 петель. Это ширина раппорта. Всего необходимо набрать 238 петель. Размер 50. Российский. 48, я даже напишу 48, 50. Будет идеально. Теперь распределяем. Значит, 34 раппорта у нас получается 17 раппортов спинка, 17 раппортов перед. И если будете вязать отдельными полотнами, перед спинку отдельно набираете цепочку 119 петель перед и 119 петель спина. Здесь. Вот так вот. Все легко и просто. Самое главное связать образец. А как рассчитать, здесь ничего сложного нет. Необходимо подобрать пряжу, нитки, чтобы по составу были. Лучше, конечно, натуральные волокна. Это может быть хлопок, полушерсть, шерсть, если будете вязать демисезонный вариант джемпера. И я рекомендую со своей стороны метраж пряжи не более, то есть 220 метров от 220, не толще. 220 метров в 50 граммах до 300 метров в 50 граммах. Узор у вас будет смотреться нежнее и интереснее. А вот пряжа, если будет толщина пряжи толще, чем 220 метров, вот как у меня 150, узор смотрится грубовато. Не так интересно, как на фото джемпера. То есть
Самый главный момент – это правильно подобрать пряжу под разновидность, тип узора. Всегда, прежде чем приступить к вязанию любой вещи, вяжем образцы и подбираем пряжу. Все схемы вязания вы найдете в конце видео. Можно сделать скриншот с экрана и распечатать их для удобства вязания. Также я схему размещу на моем втором канале, который находится на Яндекс.Дзен. Название канала «Вязание» от Елены Эрминой. Ссылочку на статью я оставлю в описании под этим видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, который находится на Яндекс.Дзен, подпишитесь. Там я размещаю схемы всех работ, которые мы вяжем с вами на канале YouTube.